Напуганные до ужаса прохожие, тюремные сроки для пранкеров, а иногда и реальные смерти. Последствия розыгрыша могут быть любыми. Пранком обычно называют шутку или розыгрыш, которые не несут последствий. Однако бывали случаи, что за подобные шутки приходилось расплачиваться всю жизнь. Сегодня мы расскажем вам о самых безумных пранках, некоторые из которых совсем не повеселили. Австралийские пранки и терроризм. Трое жителей Австралии, известные как братья Джелал, несколько лет подряд снимали жестокие розыгрыши над случайными прохожими. Ролики с их пранками собирали миллионы просмотров. Однако тем, над кем шутили эти ребята, было не до смеха. Той самой шуткой, которая принесла им известность, стал безобидный пранк над прохожими, когда человек в мусульманской одежде подбегал и бросал сумку с бомбой прямо у ног человека. А дальше резко убегал. Естественно, большая часть прохожих не на шутку пугалась. Один из последних пранков стал не самым лучшим. Трое ребят в белых одеяниях и с накладными бородами разъезжали в машине и размахивали игрушечными автоматами. А после вообще захватили маленькую девочку. Естественно, ролики набирали миллионы просмотров и очень нравились публике, но не властям. В конечном итоге братьев арестовали и передали в суд. Они пытались аргументировать свою невиновность тем, что подарили насмерть перепуганной девочке игрушку. Правда, суд все равно вынес обвинительный приговор. Мертвые девочки. Еще один пранк появился после ужастиков «Звонок» и «Сияние». В этих фильмах главными страшилками выступали девушки в белых платьях с очень пугающим поведением и закрытым лицом. Вдохновленные ужастиками, люди стали снимать любительские страшилки и выкладывать их в сеть. Таким способом ребята из многих стран доводили прохожих до прединфарктного состояния. Обычно девушка неожиданно, как будто из ниоткуда, появлялась прямо перед счастливчиком. Актриса либо угрожающе стоит на месте, вызывая ступор у прохожего, либо совершает какие-то пугающие действия. Как правило, впечатлительные жертвы замирают или начинают ругаться. Но есть и те, кто даже умудряется вызвать полицию. К счастью, в этом розыгрыше никто не переступал границ. И все обходилось лишь пугающими шутками. Ведь в следующем по списку пугающем пранке реально пострадали люди. Страшные клоуны. Благодаря Стивену Кингу и его книге «Оно» во всем мире узнали, что такое коллорофобия, или более понятным языком – страх клоунов. Экранизация «Оно» еще больше усилила этот страх. Ведь образ Пеннивайза был очень пугающим. Неудивительно, что после выхода фильма по всему миру начались пранки в стиле ужастика. Так, в Америке в 2016 году случилась серия розыгрышей. В них использовались главные атрибуты ужасного клоуна из фильма: клоунские маски, костюмы и, главное, красные воздушные шарики. Обычно пранкеры, одетые в костюмы клоунов, просто стояли на окраинах города и очень сильно пугали прохожих. Все бы ничего, но простые шутки переросли в настоящие преступления. Сообщения о клоунах начали поступать все чаще и чаще. В Калифорнии пранкер пытался похитить годовалую девочку, а в Пенсильвании нашли труп 16-летнего подростка, рядом с которым лежала маска клоуна. Одним из самых зрелищных и пугающих розыгрышей можно считать пранк, который называется «резня бензопилой». Это шутка от американского пранкера, который любит неординарные и запоминающиеся розыгрыши. Суть в том, что герой вместе со своим другом разыгрывает случайных прохожих на парковке. Используя профессиональные гримы, огромное количество искусственной крови, а также актерский талант, ребята изображали настоящее убийство при помощи бензопилы. По сюжету, маньяк с запущенной бензопилой догонял жертву и разрубал ее. В этот момент, в лучших традициях американского кинематографа, вокруг разлеталось море искусственной крови, а жертва издавала душераздирающие крики. Пранк был настолько удачным и реалистичным, что почти все прохожие находились в шоковом состоянии. Многие из них отмечали, что никогда не видели ничего страшнее за всю свою жизнь. Самое удивительное, что за такие пранки в Америке редко наказывают. Ведь в реальности в них никто не страдает и не получает травм. Правда, полицейские могут провести воспитательную беседу, но это не останавливает таких шутников.
Странная еда. Следующим по списку идет совсем не страшный, но очень неприятный для участников пранк. Как правило, он заключается в том, что в еду ничего не подозревающего счастливчика добавляют очень острый соус. А далее остается только наблюдать за поведением человека, который съедает злополучный кусочек адской смеси. Такие пранки стали популярны и в другом направлении. Самая невкусная еда. Например, выпускались конфетки с самыми разными вкусами, в том числе со вкусом тухлых яиц, чьей-то рвоты или просто крайне не сочетающихся продуктов. Обычно в таких пранках знакомым или прохожим предлагают конфетку, а дальше смотрят на их реакцию. Конечно, многим не нравятся такие шутки, но зрители подобных шоу довольны, ведь подобные видео набирают миллионы просмотров. Правда, стоит предупредить вас, такие пранки могут закончиться плохо. Нередко у людей от острой еды возникают проблемы с пищеварением, а некоторым острое вообще противопоказано. Так что если вы хотите пошутить так над своим близким, для начала узнайте, можно ли ему употреблять подобную пищу. Конечно, все эти пранки могут показаться не смешными, однако в следующем розыгрыше ни один человек не пострадал. Безответственный отец. В последнее время в сети завирусилось видео, как невнимательный отец носит своего сына на плечах по разным ТЦ и постоянно что-то задевает им. Подобные ролики крайне популярны в наше время, ведь реакция прохожих в них просто бесценна. К слову, в таких пранках никто не страдает, ведь, как правило, актер носит на плечах не реального ребенка, а манекен. Но на этом жанр таких розыгрышей не ограничивается. Помимо того, что папаша часто задевает ребенком все возможные косяки, встречаются варианты, когда ребенок куда-либо падает. Обычно это происходит в больших торговых центрах, где есть несколько этажей. По сюжету невнимательный родитель отвлекается на что-то и отпускает из рук ребенка, который, не удержавшись на плечах, падает вниз. Реакция прохожих незамедлительна. Все бегут на помощь упавшему ребенку, а люди, проходящие мимо горя родителя, испытывают неповторимые эмоции. Задрот уделывает. По сюжету следующего завирусившегося пранка, на первый взгляд слабый молодой человек посещает какое-то спортивное мероприятие, где подходит к активно занимающимся ребятам и просит потренироваться вместе с ними. Обычно такими мероприятиями становится игра в футбол или баскетбол. Как правило, актера с трудом берут играть в одну из команд, где он специально изображает очень плохого игрока, из-за чего над ним начинают все смеяться. Но дальше, после пары шуток и издевок, герой начинает играть всерьез, показывая самые сложные и зрелищные приемы и трюки, с легкостью обыгрывая всех на своем пути. После такого все игроки находятся в настоящем шоке, испытывая непередаваемые эмоции. Обычно в таких пранках участвуют действующие или бывшие профессиональные спортсмены. Как правило, актер отыгрывает слабого забитого парня или старика, который захотел поиграть с молодежью. Если предыдущие пранки ничему хорошему нас не научили, то в данном случае доля нравоучений есть. Неудачный пранк. До этого мы рассказывали про пранки, известные благодаря роликам. Многие из них собирали миллионы просмотров, но есть много шуток, о которых никто не узнает, если о них не рассказать. Подобным неудачным пранком поделился один пользователь Reddit. У знакомой подруги был парень, который решил подшутить над ней, инсценировав свою смерть. Он попросил несколько своих друзей прикинуться врачами и полицейскими и позвонить его девушке с печальной новостью. Таким глупым способом горе-парнишка хотел узнать, дорожит ли им девушка. Правда, план парня провалился после первого же звонка. Как только девушке сообщили, что ее молодой человек погиб в автокатастрофе, она начала задавать кучу дополнительных вопросов. А именно, где произошла авария, где находится больница, как туда добраться, в каком отделении он лежит. На этом моменте фейковый врач посыпался. Тогда девушка и поняла, что происходит. Молодой человек пытался аргументировать свой поступок шуткой и проверкой их отношений. Однако это не помогло. По итогу парочка разошлась. А дальше нас ждет безобидный и очень милый розыгрыш. Плюшевый человек. Одна девушка из Америки решила разыграть своего парня и напугать его. Она взяла огромного плюшевого мишку
достала из него весь наполнитель и залезла внутрь него. Все действия она снимала на скрытую камеру. Дождавшись своего молодого человека, девушка залезла в медведя и приняла естественную для плюшевой игрушки позу. Ничего не подозревающий парень сначала начал искать свою возлюбленную, но не обнаружив ее в доме, решил просто посмотреть телевизор, где и лежал плюшевый медведь. Тогда девушка начала дергать ногами и руками, ожидая реакции парня. Правда, он вовсе не испугался, хотя для него это и было неожиданностью. Все закончилось тем, что молодой человек понял, что в плюшевой игрушке находится именно его возлюбленная. Кажется, такая шутка помогла укрепить отношения. Так что не все пранки могут быть страшными и ужасными. Собака-паук. Следующий пранк стал настоящим ужасом как для арахнофобов, так и для обычных людей. Ведь страшнее обычного паука может быть только огромный паук. В этом пранке ребята решили пошутить над случайными прохожими и одели свою собаку в костюм огромного паука. Вариантов шутки было много. От нападения гигантского паука на человека в лифте до подвешенных конечностей где-то в переходе. Костюм выглядел настолько убедительно, что почти все, кто видел такого паука, не на шутку пугались. В случае с переходом обычный молодой человек спускается в подземный переход, чтобы перейти дорогу. Там он видит подвешенные человеческие конечности в паутине. Спустя время организаторы пранка выпускают собаку в костюме паука в сторону этого несчастного парня. Не на шутку перепугавшись, он пытается сбежать от чудовища. Все это выглядит крайне реалистично и в то же время весело, поэтому видео стало популярно в интернете. А дальше ты узнаешь об одном из самых лучших пранков в лифте – проваливающийся пол. Как напугать человека в лифте? Конечно же, изобразить, что он падает или у него что-то отвалилось. Группа ребят придумала еще более интересную шутку. Они установили на пол экран, который выводил нужное им изображение. Когда человек заходил в лифт, экран показывал самый обычный пол лифта. Но как только лифт начинал ехать и люди в попытках скоротать время рассматривали все вокруг, ребята выводили на экран видео, будто пол лифта отвалился. К тому же было и звуковое сопровождение. Пассажиры лифта очень сильно пугались, подпрыгивали и пытались встать с той стороны, где был хоть какой-то пол. Похожий розыгрыш проводился с посетителями одного стеклянного моста. Мост находился на огромной высоте, и для лучшего обзора его пол сделали из стекла. Естественно, обойтись без шуток не смогли. Когда человек наступал на определенные плиты пола, стекло под ним начинало трескаться, а также издавался похожий на треск звук. Перепуганные люди, пытаясь спастись, начинали бежать, а некоторые просто падали на пол. Многим понравился подобный пранк. Старый добрый пранк. Как вы уже могли понять, пранки в том или ином виде были всегда. Сейчас мы поговорим про старые добрые шутки, которыми пользовались еще наши родители. Раньше были популярны пранки, когда человек доставал жвачку из упаковки, а на него выпрыгивал таракан или паук. Купить такие упаковки жвачек можно было во многих магазинах приколов. Также были варианты с жвачками, которые бились током. Еще один вариант подобных простых и веселых шуток – прикол с чипсами. Брали банку из-под чипсов, в нее засовывали пружины, запечатанные в различные упаковки разных цветов. По задумке, когда кто-то открывал банку с чипсами, вокруг разлетались цилиндры разных цветов. Такие упаковки чипсов с приколом также можно было купить уже готовые в магазине. А одним из наиболее противных приколов можно считать именно тот, который пользовался популярностью у злых школьников. Все, что для него нужно – упаковка дрожжей. Злостные нарушители порядка просто засыпали дрожжи в школьный туалет. А дальше, спустя некоторое время, происходил настоящий ад для уборщиц. Дрожжи быстро размножались и пенились, из-за чего все содержимое туалета превращалось в зловонную пену и выходило за края. За такие шутки можно было бы получить знатную порку, но это никогда никого не останавливало. В заключении хочется сказать: придумывайте добрые и, главное, безопасные шутки. В попытках собрать просмотры люди не на шутку пугали случайных прохожих, что часто приводило к судебным делам. А на этом у нас все. До встречи в новых видео.